Приветствую наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание ведьмам, потому что ведьмы есть среди нас. Поговорим о том, как распознать ведьму и как защититься от ведьмы. А также поговорим о признаках женщины ведьмы. И, друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что будет много полезной, важной и нужной информации для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Вы знаете, ведьмы не остались в прошлом, они и сейчас живут среди нас. Образ, о котором вы слышали всю свою жизнь, что ведьма – это старуха с большим носом, с длинными седыми волосами, это, знаете, всего лишь такой вот придуманный образ. Настоящую ведьму тяжело отличить от обычного человека. Она может быть и молода, она может быть красива, она может и одеваться стильно, быть любого роста и с любым цветом волос. С ней вы можете вместе даже учиться, работать, жить по соседству, и она даже может быть вхожа в вашу семью. Вы можете соприкасаться с таким человеком и даже не подозревать, что она ведьма. Если вы не испытываете негатива при общении с таким человеком, вам нечего остерегаться. А ведь может быть и наоборот, это общение вам сильно будет вредить. Также все-таки, как распознать ведьму? А распознать ведьму можно по следующим признакам. Вы сможете это сделать, в ней может быть присущ один признак, так как она не очень сильна, но навредить может. А если несколько из ниже перечисленных, то вам нужно быть очень осторожными, ведь эта ведьма именно с большой силой. Вы знаете, ведьма, она имеет очень необычную внешность, которая привлекает всеобщее внимание. Когда вы смотрите на такую женщину, вы невозможно не испытывать в данный момент эмоции. Она может быть как очень красива, и вы непроизвольно даже будете любоваться ею и, возможно, даже завидовать. Так и может быть она и страшной какой-то внешности. В таком случае, глядя на нее, вы будете испытывать страх. Повторим еще раз, что ведьма может быть абсолютно разной, но незабываемое впечатление о себе оставит она в любом случае. Взгляд у такой женщины, он особый. Это невозможно ни с чем сравнить. Когда она будет смотреть в ваши глаза, вам даже будет казаться, что она заглядывает вам в самую глубину души. И такой взгляд никого не оставит равнодушным. И при любом воспоминании о ней эмоции вновь и вновь будут наполнять вас. Женщины-ведьмы любят носить броскую одежду, и обязательно они любят много украшений. Это амулеты, которые подпитывают их, собирая положительную энергию со всего, что их окружает. А вот навредить своей хозяйке они не позволяют, отталкивая от нее все те взгляды и посылы негативной энергетики. И у таких женщин есть особые распознавательные знаки, которые указывают на то, что перед вами ведьма. Это могут быть родинки, это могут быть какие-то родимые пятна, может быть бородавка или что-то еще такое, что ранее вы не встречали. Это не всегда вам поможет распознать женщину-ведьму, ведь эти знаки могут быть не на лице, а на теле, поэтому увидеть их вы, к сожалению, не сможете. Женщины-ведьмы любят и уважают природу. Почему? Потому что они черпают из нее силу, заводят по несколько домашних животных, собирают и сушат травы, а с их помощью могут либо помочь, либо наоборот навредить.
Такие женщины, как правило, предпочитают одиночество, потому что они устают от присутствия людей в их жизни, так как они ощущают энергетику человека и впитывают ее в себя, независимо от того, это хорошая энергетика или нет. И вы, находясь возле такой женщины, будете лишаться своей энергетики. И ваше биополе будет, к сожалению, ослабевать. Потому что если эта женщина решит вам навредить, она сделает это вообще без какого особого труда для нее. Поэтому с такими людьми нужно быть очень осторожными. Если вам что-то не понравится, они могут и наслать на вас безденежье или сделать так, что удача от вас отвернется, а неудачи начнут преследовать вас на каждом шагу. Поэтому, если вы подолгу находитесь возле такого человека и ваше биополе ослабло, вы будете чувствовать сильные даже головные боли, а в некоторых случаях и, возможно, недомогание. А в дальнейшем и желание скорее выйти из помещения, где будет находиться такая женщина, ведь вам будет тяжело даже возле нее дышать и даже думать. Если вы сопоставили эти признаки и поняли, что в вашем окружении есть ведьма, то вы обязательно должны себя обезопасить. Для этого нужно сделать амулет, который вы должны будете брать с собой в те места, где вы будете соприкасаться с этой женщиной. Итак, возьмите белый маленький мешочек, положите в него 3 бутона гвоздики, 5 горошин черного перца, монетку любого номинала и щепоточку соли. Далее капните туда эфирное масло мирта. Завяжите это все обязательно темной ниткой. Далее обязательно вот этом мешочке потрусите все, что вы туда собрали, потрусите 9 раз и скажите такие слова. Мешочек-амулет от ведьминого взгляда и вреда приготовила, защиту себе обеспечила. Мешочком потрушу, себя огорожу, ведьме наврежу, ее негатив к ней назад и отправлю. Когда вы будете проходить возле такой женщины, возьмите мешочек в жменю и тихонько ним потрусите, не привлекая к себе никакого внимания. Это очень важно. Также вы можете сделать защиту и для своего биополя. Для этого возьмите ложку меда, возьмите апельсин, мяту, ромашку и на кончик чайной ложки соли. Далее смешайте это все в теплой водичке и выдавите туда сок апельсина, сколько получится. И размешивайте обязательно против часовой стрелки. Далее поставьте это все на подоконник на 7 минут. После выпейте и скажите такие слова. Напиток защитный выпиваю, ведьме навредить себе не позволяю. Крепкую защиту впредь имею, весь негатив отбить сумею. Если мне навредить решит, энергией своей сама себе и навредит. Все плохое от меня отобьется, а к ней с ее силой и прибьется. Также, проходя возле такой женщины-ведьмы, обязательно скрещивайте пальцы и говорите про себя следующие слова. Пальцы скрестила, чужой энергии посыл перекрыла, биополе свое защитила. После того, как вы поставите вот себе эту сильную защиту, ведьма не сможет вам навредить, а ее негативные посылы будут отталкиваться от вас, поэтому никогда ничего не бойтесь, вне зависимости от того, насколько вы сильны по энергетике. Но если вы видите вокруг себя ведьму, особенно это плохо и тяжело, когда вы работаете с такими людьми, то постоянно ставьте себе защиту, ставьте себе защиту-невидимку. И это будет вам помогать, вас будет защищать от такой женщины. Конечно, многие боятся женщин-ведьм, но не нужно их бояться. Они такие же самые, просто их не промысел. Именно быть ведьмой и постоянно экспериментировать
манипулировать с энергиями, попробовать это, попробовать то. Вот такая у нее задача. А у нас с вами задача положительная – созидать, творить в этом мире, чего мы каждому желаем. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно делитесь этим видео. А прямо сейчас вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео. Нажимайте на любой, там много полезной и важной информации для вас. Приятного просмотра!